Добро пожаловать в жуткие японские традиции, часть 2. Соку Шинбуцу – это обряд японского буддизма, который проводился буддистскими монахами. Соку Шинбуцу – это обряд превращения монахами своего тела в мумию, когда они еще были живы. Превратиться в мумию, то есть стать святым, считалось честью для буддистского монаха. И мумии в Японии в то время не изготавливали так, как в Египте, после смерти, вытаскивая мозги и внутренности из умершего тела. В Японии практиковалась более интересная практика. Монахи подготавливали свое тело к тому, чтобы стать мумией еще с тех пор, как они были живы. Решившись на то, чтобы стать мумией, у монахов уже не было обратного пути. Чтобы подготовить тело к мумификации, чтобы тело хорошо сохранилось и получилась хорошая мумия, монахи пили только соленую воду в течение 47 дней. Это помогало убрать из тела ненужную воду и жир. После чего, чтобы избежать гниения внутренностей, монахи пили разные виды яда, например, сок некоторых пород деревьев. После того, как их тело было очищено, монахи садились в каменную коробку, которую закапывали на глубине 3 метров. Их закапывали живьем. Но это еще не конец. При помощи трубки из бамбука монах продолжал дышать и пить воду, которую приносили его ученики. Каждый раз, когда ученики приходили с водой, они звонили в колокол, на что монах им отвечал. И когда монах переставал отвечать колокольчиком, это обозначало, что он стал хотоке, святым. Даже несмотря на все принятые меры, часто бывало такое, что тело начинало гнить. В таких случаях тело монаха сжигалось как тело обычного умершего. Только единицы превращались в настоящих мумий. В Японии есть более 10 таких мумий. Йобай – это старый японский обычай, который проводился по всей Японии. Дословно переводится как «посетить ночью». Йобай – это традиция, которая давала разрешение всем мужчинам деревни пробираться ночью в дом к женщине для совершения сексуального акта, даже если она не была девушкой или женой этого мужчины. В разных деревнях были разные правила. Где-то считалось, что мужчина может зайти только если женщина его до этого позвала. А где-то, если женщина открыла дверь, то это согласие. Где-то, что это можно делать только с незамужними женщинами. А где-то четких правил не было. Считалось, что это был один из способов регуляции количества населения в маленьких деревнях, а также способ построить отношения. Говорят, что в Японии этот обряд продолжался до 1955 года. Оттой йоме джо – обряд красть невесту для свадьбы. Это традиция, что если мужчине нравилась женщина, но она не давала ему добро на женитьбу или ее родители были против, он мог похитить ее себе в невесты, после чего ее семье пришлось принимать факт того, что она теперь замужем за этим человеком, особенно в то время, когда не существовало такой вещи, как развод. Самое страшное в этой традиции то, что она продолжалась до наших дней. Самый известный случай был в 1959 году в префектуре Кагосима. 1959 год. Живущий в деревне Кагосима мужчина встретился с девушкой и влюбился в нее с первого взгляда. Он предложил ей выйти за него замуж, на что девушка отказала, после чего мужчина украл девушку себе в жены.
Семья девушки обратилась в полицию, и мужчину арестовали за похищение. Но самое страшное начинается потом. Жители этой деревни начали писать гневные письма в полицию, что «Зачем вы вмешиваетесь в наши традиции?» или «Я тоже была похищена в невесты, когда я была молодая. Что в этом плохого?» Что повлияло на течение суда. Мужчина сказал, что он не знал, что это было против закона, и это давняя традиция его деревни, что жители деревни подтвердили, и ему дали всего 3 года. Мэйкон или нингё-кон – свадьба с куклой. Это давняя традиция, которая проводилась в семьях, где сын или дочь умерли, так и не женившись. Чтобы умершие хотя бы в том мире были женатыми, родители устраивали своим покойным детям послесмертную свадьбу. В разных регионах Японии послесмертная свадьба выглядела по-разному. Где-то писали картину молодожен, а где-то устраивали свадьбу для кукол. Обряд хигишо. Этот обряд существовал в Японии с периода Сенгоку по период Эдо, когда в Японии очень много деревень враждовало с друг другом. Это был один из способов суда, чтобы решить, какая из деревень права. Каждая деревня выбирала одного представителя из жителей деревни. Обряд заключался в том, что представитель должен донести до алтаря храма раскаленный до красного цвета железный пруд. Кто смог это сделать, приносил деревне честь и победу. Вот такой мирный способ решения разногласия между деревнями. Это были японские жуткие традиции. Какая вам показалась самой жуткой? Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!